Здравствуйте, коллеги. Представляю участников Донецких. Полномочия прав человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. Здравствуйте. Здравствуйте. Депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики Мирослав Руденко. Здравствуйте. И Владимир Петёвка. Здравствуйте. Приветствуем вас. И также с удовольствием представляю Елену Шишкину. Елена Шишкина, адвокат, член комиссии по сбору фиксации военных преступлений российских властей в Донбассе. Елена, доброе утро. Здравствуйте. Ну, вот мне бы хотелось, наверное, тон задать такой цифрой, что Александр Хук заявил, что в общей сложности специальная мониторинговая миссия за 2017 год говорит о 478 жертвах среди мирного населения, из них 86 убитых, 392 человека ранены. Вы согласны с этими цифрами или у вас другие данные? Донецк, прошу вас, кто начнет? Дарья Васильевна или... Да, давайте, наверное, начну я. Здравствуйте, уважаемые журналисты, уважаемые коллеги. Да, действительно, цифры часто очень расходятся, особенно, кстати, подчеркну, с отчетами, к сожалению, ОБСЕ. Конечно, с ООН по правам человека у нас работа ведется довольно тесно, и, как правило, даже если с какими-то цифрами мы не согласны, мы часто встречаемся и с главой миссии по Украине Фионой Фрейзер, и мы обязательно обговариваем то, с чем мы не согласны. Вот, на данный момент, то есть... То, что происходит, я хочу привести сводки не только с последнего доклада, но и с предыдущих, вообще, как обстоят дела вот и на Донбассе, и на территории Украины. Вот, например, в прошедшем году в Киеве относились к своим обязательствам в области прав человека как к чему-то факультативному, прошу прощения. Власти задействуют целый ряд откровенно недемократичных практик и продвигают новые законы. Простите, пожалуйста, волнуюсь, просто тема действительно очень важная для нас. Подрывом основных основополагающих свобод в Украине. Например, в докладе в течение 2017 года неоднократно нарушались Минские соглашения. Тем самым постоянно создавалась угроза для гражданского населения и инфраструктуры. Правительство Украины не привлекло к ответственности ни одного человека за те события, которые произошли как и на Донбассе, так и в Киеве. В докладе указывается, что правительством Украины в течение 2017 года был предпринят ряд шагов по ограничению свободы выражения, мнения свободы СМИ и свободы ассоциации. В марте 2017 года принято законодательство об уголовной ответственности для антикоррупционных активистов, которые не задекларировали свое имущество. В докладе указано, что власти Украины не предприняли никаких шагов по расследованию деятельности сайта «Миротворец». Вы знаете, многие из них там есть, как и граждане Донецкой Народной Республики, так и граждане и Луганской Народной Республики, в том числе и очень много граждан Российской Федерации, также других стран. И как мы этого не добиваемся, чтобы все-таки расследование какое-то было, не только мы, это также и Верховный комиссар ООН по правам человека, но тем не менее никаких шагов так, к сожалению, предпринято и не было. К ответственности за пытки, неофициальные содержания под стражей и другие нарушения в контексте конфликта почти никто не привлекался. Руководство СБУ, несмотря на многочисленные и убедительно задокументированные заявления бывших задержанных, так и не признала причастность службы к практике тайного содержания под стражей и к насильственным исчезновениям. Расследование этих практик, начатое Главной военной прокуратурой Украины, никаких ощутимых результатов не принесло. Говорится в докладе. Также из последнего опыта, вы знаете, что у нас 27 числа произошел долгожданный обмен. Мы сейчас беседуем с теми людьми, которые были освобождены, обязательно документируем все те издевательства, других слов мне, прошу прощения, просто нет, которые они прошли за это время, потому что минимум задержанный, который просидел за стенках там СБУ либо тюрем, это полгода. То есть вышли в основном те люди, которые находились за стенках СБУ более 3-4 лет. Также благодаря сотрудничеству все-таки с ООН по правам человека мы смогли рассекретить 1,5 года назад все-таки тайную тюрьму
Оттуда было отпущено 13 человек. Также даже сейчас, уже исходя из тех бесед, которые мы сейчас проводим, те интервью с теми же освобожденными, мы уже знаем о том, что на украинской стороне, к сожалению, присутствует дальше практика тайных тюрем. И, естественно, дальнейшие наши шаги, мы стараемся всех интервьюировать обязательно с представителями ООН по правам человека, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, чтобы как-то хотя бы на данный момент это было задокументировано. Мы понимаем, что, к сожалению, на данный момент реакции со стороны международной общественности очень-очень мало, хотя действительно все отчеты есть в свободном доступе, каждый здравый, грамотный человек может зайти, просмотреть их и так далее. И вот я хочу вернуться по поводу того, что как относятся к этим отчетам в Киеве. Неоднократно я просматриваю интервью, и в Киеве на самом деле тоже часто ссылаются на отчеты Верховного комиссара ООН, но в то же время фразы настолько вырваны из контекста, настолько это все выигрывает только в их пользу и не показывается сама настоящая суть того, что происходит на Донбассе. Спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, наверное, был логично Елене Николаевичу передать слово. Ваша общественная организация уже почти 3 года занимается тем, что фиксирует военные преступления и передает эти дела, передает запросы в Европейский суд по правам человека. Вот хотелось бы спросить вас, какие вы такие промежуточные итоги, промежуточные результаты фиксируете на данный момент вашей деятельности? Да, действительно, на территории Донецкой Народной Республики с самого начала военных действий на нашей территории ведет свою работу общественная комиссия по фиксации военных преступлений. В первую очередь хочу начать с того, что же такое наша общественная комиссия и чем мы отличаемся от каких-то государственных органов и структур Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Общественная комиссия по фиксации военных преступлений – это такой некий интеллектуальный центр, который собрал в себя специалистов в области права, криминалистов, баллистов и иных граждан нашей территории. То есть, по сути, это общественность, это представители гражданского общества. Какая основная цель работы нашей комиссии, основная задача? Это фиксация военных преступлений, преступлений против человечности на территории Донбасса, фиксация и направление материалов в соответствии с международными нормами международного права в Международный уголовный суд и в Европейский суд по правам человека. Международная организация неоднократно в своих докладах фиксирует преступления украинских властей. Однако на сегодняшний день мы сталкиваемся с политикой Украины, которая на паблик, на СМИ дает лживую информацию. И вот часть работы нашей комиссии заключается в том, чтобы донести до всего мира, до международного сообщества правдивую информацию и факты. Что же касается результатов работы нашей комиссии на сегодняшний день. Значит, всего в Международный уголовный суд нашими специалистами было направлено около 585 материалов, которые зафиксированы и должным образом оформлены, с приложением заключений специалистов с использованием криминалистических методик и установлением направления артиллерийских обстрелов. Хочу на этом особое внимание заострить. 27 октября 2016 года на территории Донецкой Народной Республики было осуществлено преступление, был обстрел с использованием тяжелой артиллерии. В состав нашей комиссии входит эксперт-баллист, который на основании научно разработанной методики научно, экспертно определил направление прилета данного снаряда, которое оказалось на территории Украины. Так вот, выводы нашей комиссии были представлены в Минске в ходе переговоров, и выводы ОБСЕ совпадают с выводами нашего эксперта, нашей комиссии. Однако, допустим, в нашем случае при направлении в МУС они более детализированы, технически развернуты. 585 дел направлено. По поводу реагирования Международного уголовного суда. На сегодняшний день наша комиссия имеет ответ по 332 материалам от уголовного прокурора о том, что данные материалы приняты им в изучение. Это очень большая наша победа, потому что начинали мы с одного ответа. В 2015 году у нас не принимались материалы Международным уголовным судом. На сегодняшний день у нас уже 332. Что касается количества жертв и пострадавших лиц от действий Украины.
В отчетах ООН, в отчетах ОБСЕ очень сильно занижены цифры, очень неправильно, скажем так, квалифицированы категории лиц. На сегодняшний день наша комиссия зафиксирована. С августа 2014 года было подано более 1500 жалоб в ЕСПЧ против Украины, в Европейский суд по правам человека. Всего с декабря 2016 года по декабрь 2017 года членами общественной комиссии зафиксировано 272 эпизода преступлений против человечности и военных преступлений, в результате которых пострадавших 437 человек, а именно из них 141 несовершеннолетние, 36 погибших, 105 получивших ранения разной степени тяжести, а также 404 взрослых, из которых 158 погибших и 246 получивших ранения разной степени. Когда... Елена Николаевна, можно вас еще раз, вот эти все цифры еще раз повторите, пожалуйста? Да, конечно. Значит, в Международный уголовный суд направлено около 585 материалов, зафиксированных должным образом. Да, нет, я имею в виду, что вы сказали по вот последнему, по Европейскому суду по правам человека. По Европейскому суду по правам человека с декабря 2016 по декабрь 2017 зафиксировано 272 эпизода военных преступлений, в результате которых 437 пострадавших, из них 141 несовершеннолетний, из которых 36 погибших, 105 получивших ранения разной степени тяжести, 404 взрослых, из них 158 погибших и 246 получивших ранения разной степени тяжести. Хочу обратить внимание на то, что это не цифры количества жертв, это количество материалов, направленных нами в Международный уголовный суд и в ЕСПЧ. Количество жертв в немыслимое количество раз больше. Хочу еще обратить внимание на такую тенденцию. Население Донецкой Народной Республики с огромным желанием сами откликаются, приходят к нам в комиссию и дают добровольные пояснения, показания. Мы проводим их опросы по поводу военных преступлений, преступлений против человечности. Если в начале военных действий жители были настроены на то, что вот нас это не коснулось, и слава Богу, то сейчас это очень активная гражданская позиция, и люди хотят все-таки привлечь виновных к уголовной ответственности, то есть обычное население. В течение всего конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибло 4572 человека, из которых 605 женщин и 3967 мужчин, в том числе 76 детей в возрасте до 18 лет. Также с 1 января по 31 декабря 2017 года на территории Донецкой Народной Республики получили ранения различной степени тяжести 595 человек, в том числе 14 детей, к сожалению. С 1 января по 31 декабря 2017 года на территории Донецкой Народной Республики погибли 278 человек, к сожалению, в том числе 2 детей в возрасте до 18 лет. Спасибо. Вопрос Дарьи Морозовой. Недавно были озвучены планы по очередному масштабному преступлению. Есть ли, может быть, приблизительные какие-то цифры, да, сколько лиц планируется обменять и в какие сроки? К сожалению, к глубочайшему сожалению, даже тот обмен, который был 27 числа, он не был обменом всех на всех. Он даже не был обменом всех установленных на всех установленных. К сожалению, до конца конфликта это будет сделать невозможно. Тем более без выполнения 5-го пункта, который гласит о том, что должен вступить в законную силу, закон, запрещающий преследование, плюс амнистия тех лиц, которые участвуют в конфликте на Донбассе. То есть даже несмотря на то, что 27 числа мы совершили обмен, задержания по сей день они продолжаются. Что касается невыдачи иностранных граждан, в том числе и граждан Российской Федерации. Значит, здесь в любом случае список был утвержден. Утвержден, вы знаете, и главами республики, и поддержан президентом Российской Федерации, и патриархом всей Руси Кириллом, за что мы очень им благодарны за их работу в этом направлении, за помощь нам. И все люди, которые были включены в списки, они должны были быть выданы. И те граждане иностранных государств, которые на данный момент не выдали, то есть не буду скрывать, да, это действительно категория Российской Федерации,
У нас есть прецеденты, где граждан других государств, таких как Бразилия, Афганистан, Прибалтика, если не ошибаюсь, были выданы в посольство. То есть на данный момент мы требуем, чтобы эти люди были выданы либо на нашу территорию, либо в посольство Российской Федерации. Это однозначно. Тем более, почему был именно организован этот обмен, почему, откуда возникла цифра 306. Главным аргументом от украинской стороны было то, что мы можем этих людей полностью, не люблю это слово, но, к сожалению, скажу его, процессуально очищены. Но, исходя с того обмена, который произошел, мы понимаем, что это тоже, к сожалению, оказалось неправдой. Но самая легкая категория, которая действительно была освобождена полностью, это была категория, которая уже осужденных. Они писали прошение на господина Порошенко для будущего помилования. Та категория, которая находилась на досудебном следствии и на судебном разбирательстве, там была изменена мера пресечения под домашний арест. Соответственно, как только люди пересекли линию разграничения, у них не будет возможности вернуться на территорию Украины для отметки, либо для продления на суд там, и так далее, чего требует режим, они не смогут туда вернуться, потому что, опять же, одним из главных условий было в Минске договорено, что людям всем должны быть обязательно выданы документы, удостоверяющие личность. На практике мы опять получили совершенно другой вывод. То есть, соответственно, документы тоже не были возвращены. Что касается следующего этапа обмена, поскольку даже в этот обмен, в эти 306 человек, вошли люди, которые ранее украинской стороной подавались как категория и особо тяжкая, и как категория, не связанная с антитеррористической операцией, то есть люди попали в эти списки, мы не видим никаких сложностей сделать в ближайшее время второй этап обмена. Более того, мы призываем украинскую сторону к конструктивному диалогу, и я думаю, что, исходя из предыдущей практики, в течение месяца мы спокойно можем сделать обмен. В данный момент, если включая подтвержденных, то мы хотим забрать всех подтвержденных. На данный момент их 80 человек. Их было 84. Буквально вчера у нас была переписка с господином Медведчуком. Он прислал факт освобождения 4 людей. Мы, в принципе, с этим согласны. То есть мы идем на конструктивный диалог, мы абсолютно прозрачны в этом процессе. Мы убрали этих людей, и на данный момент их 80 человек. То есть мы требуем 80 человек выдать в Донецкой Народной Республике. Те доклады ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, всех вот этих международных организаций для нас является фундаментом, причем не просто фундаментом, а армированным фундаментом. И мы обязательно встретимся со всеми ответчиками, которые виновны сейчас в нашей войне, на нашей земле, в Гааге, либо где-то еще. Но это все понесут наказание абсолютно. Вы правильно сказали. Военные преступления не имеют срока давности. Спасибо. Спасибо большое.